Привет, это Иван Жданов. Меньше чем через 24 часа начнется, наверное, самый громкий, самый важный и даже исторический процесс. Суд над главным политическим заключенным мира, над лидером российской оппозиции. Навального собираются сажать на 15 лет. За что Путин сажает Навального? Что случится на этой неделе? Чего ожидать и к чему готовиться? Какое преступление он совершил? Сегодня я отвечу на все эти вопросы. Мы досконально и детально разберемся в обвинениях и не оставим ни один вопрос неотвеченным. Фабула обвинения следующая. Послушайте только, как грандиозно это звучит. Навальный собирал деньги на борьбу с коррупцией, а потратил их на себя. Тысячи обманутых людей, финансовая пирамида, МММ, обманутые надежды и украденные миллиарды. Нам показывают афериста века, который словно Кашпировский загипнотизировал, заманил и ограбил. Вы верили Навальному, а Навальный вас обманул. Верхушка ФБК всегда преследовала лишь одну цель – как можно больше заработать. Тогда Навальный, отдыхая с семьей в Таиланде, гульнул почти на 10 биткоинов. Организация успела собрать порядка 350 миллионов рублей. Путину очень хочется, Путину нужно, чтобы вы поверили в это. Именно это, запомните эти слова. Вы будете их слышать на пресс-конференциях и в интервью. Ну, только без слова «Навальный». Значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Знаете, сколько людей жертвовали нам деньги с 2012 года? 300 тысяч человек. Это население города среднего размера. Это Мурманск или Вологда. И по версии Путина, Навальный это огромное число людей обманул. Навальный, если верить пресс-релизу Следственного комитета, украл миллиард. Представьте себе, миллиард рублей у 300 тысяч человек. Вот это мафиози. Правда, потом, когда дело дошло до расследования, сумма ущерба значительно уменьшилась. Вот уже новый пресс-релиз, там уже в 3 раза меньше. 356 миллионов рублей. Но все равно солидно, все равно огромные деньги. А теперь открываем само дело. Уголовное дело — это не пресс-релизы на сайт строчить. Здесь нужно хоть что-то доказывать. Судебная система любой страны, и Российской Федерации в частности, это огромная машина, огромный механизм. Но в России это не бездушная машина. Официальная сумма ущерба, то есть все, что Навальный как будто украл и за что его судят, это 2 миллиона 693 тысячи рублей. А как все начиналось? Если вам кажется, что опозориться больше нельзя, погодите. Из 300 тысяч жертв, о которых нам рассказывают по телевизору, в материалах дела 4 потерпевших. 4 человека. Не 4 тысячи, просто 4. Раз, два, три, 4. Наверное, сейчас думаете вы что-то не то. Но погодите, все самое интересное еще впереди. Сейчас мы с ними будем знакомиться. Ну давайте знакомиться. Давайте перенесемся в 21 декабря 2020 года. Зимний день в Подмосковье. Небольшая квартирка в поселке Рублево. Ее снимает 38-летний мужчина Александр Кошелев. Он приехал в Подмосковье из Курска. Александр официально безработный. До этого лета он хоть как-то сводил концы с концами, работал в ГБУ жилищнике слесарем-сантехником. Если вы живете в Раменках и у вас протекал стояк или текла раковина, возможно, вы знакомы с Александром. Он приходил к вам домой чинить сантехнику. Несложно узнать, его зарплата была 33 тысячи рублей. Это почти в 2 раза меньше средней московской зарплаты. Но сейчас, в декабре 2020 года, нет и ее. Нашему Александру приходится подрабатывать. Кем придется, деньги-то нужны. Сейчас он работает эвакуаторщиком. Вот десятки раз его номер записан в чужих записных книжках, как Саша Эвакуатор, Саша Эвик, Саша Эвакуатор МСК, Саша Эвакуатор Электроугли, Саня Эвакуатор Переделкина. Денег от такой работы явно не хватает. И Саня крутится как может. Какие-то деньги поднимает на сдачу в аренду бытовки и на полусухой стяжке бетонного пола. Так вот, 21 декабря эвакуаторщик Александр открывает YouTube и видит там видеоролик. Я позвонил своему убийце, он признался. Знаменитый звонок ФСБшнику, отравителю Кудрявцеву. Александр смотрит этот ролик, впечатляется,
Жизнь Александра перевернулась настолько сильно, что он не может ни есть, ни спать. Ровно через 7 дней он достает, видимо, из-под кровати 1 миллион рублей наличными. Что? Да-да, 1 миллион рублей. Свою зарплату целиком за 3 года. Купюры, которые он бережно хранил на черный день. Он берет все эти деньги, едет в ближайшее отделение Сбербанка. Он подходит к окошку, трясущимися руками протягивает деньги и говорит: «Внесите это все на счет фонда борьбы с коррупцией». Александр уже собрался уходить, но понял, что это не все, что у него остались его последние кровные, и он их малодушно зажал. Последние 20 тысяч рублей. Отдайте Навальному и их. Я как-нибудь обойдусь. Занавес. Вот это история. Описанные мной удивительные события в Сбербанке в поселке Рублево происходили 28 декабря в 16 часов 36 минут. 29 декабря, через сутки, по факту этого пожертвования возбуждается уголовное дело. Ах да, 20 тысяч. Смотрите, согласно Уголовному кодексу, ущерб до 1 миллиона рублей – это крупный размер. А если больше 1 миллиона, это уже особо крупный. 20 тысяч сыграли важнейшую роль. Если бы был просто 1 миллион, Навальному грозило бы до 6 лет лишения свободы. А если 1 020 000, то это уже 10 лет. Как знал наш эвакуаторщик, как знал. Он вообще человек очень знающий, судя по всему. Чтобы внести вот так наличные в отделение, кому угодно, надо знать номер счета. И Кошелев его знал. Сказал кассирша наизусть. Только вот проблема. Номер нашего счета не публиковался нигде. Его просто не было в открытом доступе. И знать наши реквизиты простой зритель Ютуба точно не мог. Точно так же, как и не могло быть у него 1 миллиона наличными. Да и дела не возбуждаются через сутки. У Кошелева бы даже времени на заявление в полицию не было. За кого нас держат? Что это за клоунада? И это дело века против мошенника Навального? Двигаемся дальше. Второй потерпевший. Переносимся в теплый летний день 2017 года. 31 августа. Поселок Красный Бор Ленинградской области. Там живет Михаил Костенко. Ему сейчас 72 года. Тогда, летом 17-го, он посмотрел на канале Навального вот этот ролик про секретного сына Пескова, который, отсидев за мелкий грабеж в английской тюрьме, вернулся в Россию и зажил как истинный потомок путинской элиты. Михаил Костенко впечатлился, пошел в Сбербанк, узнаете, достал пачку наличных, в его случае 50 тысяч рублей, и внес их на предвыборную кампанию Алексея Навального. Он уже почти собрался уходить, но вспомнил, что в дальнем кармане у него завалялась купюра 100 рублей. Костенко добавляет эти 100 рублей и вносит 50 100. Как удачно все выходит, ведь до 50 тысяч – это мировой суд, а 50-100 – это уже более серьезный районный Савеловский суд Москвы, подконтрольный и хорошо знакомый. Такие тонкости знают только юристы, ну и наш пенсионер Костенко, конечно. Далее случается следующее. Через месяц Костенко осознает, что ролик про сына Пескова ввел его в заблуждение. Он хочет получить свои 50-100 обратно, но не пишет, например, нам на e-mail или не звонит. Он сразу идет в суд. Мы узнали об этом деле из Твиттера. Есть такой интернет-проходимец, юрист с помойки Илья Ремесло. Он прославился тем, что в эфире федерального канала рассказывал сенсационную новость, что отец Юлии Навальной – разведчик, что бывший посольский работник и живет в Лондоне, управляет там фондами. Отец Юлии Навальной не умер, что это бывший сотрудник посольства в Лондоне, то есть посольский работник, а мы знаем, что под этим прикрытием может скрываться и разведчик вполне. И он сейчас живет, продолжает жить в Лондоне, управляет там какими-то вроде фондами. И это при том, что отец Юли умер 26 лет назад и в Лондоне ни разу в жизни не был. В общем, Ремесло — это такой мелкий юридический паразит, жизнь которого вращается вокруг того, чтобы выдумывать про Навального такие истории и позорно врать. Вот я сейчас его упомянул, ему теперь наверняка довольствие повысит. Так вот,
этот ремесло публикует пост, что именно он будет представлять некого Михаила Костенко в суде. Случайно вызвался защитить некого Михаила Костенко. Теперь смотрим. У нашего жертвователя-пенсионера Костенко есть дочь, точнее падчерица. Ее зовут Надежда, у нее есть муж Сурен Зараян. Он тоже юрист. И вот с этим Суреном Зараяном Илья Ремесло давно знаком, еще с 2012 года. Вот дела, которые они вели совместно. Вот решение, оба они представляют одного клиента. Вот им одновременно выдают доверенность. Вот номер телефона Зараяна сохранен в телефонной книге Ремесла. 19 год. У нас нет никаких сомнений, что оба этих жертвователя, что с миллионом, что с 50 тысячами, подставные. Это очевидно любому и по их биографиям, и по суммам, и по обстоятельствам. Это люди, которых привели за руку, дали им чужих денег и сказали: сделай это, сделай один платеж. Ряженые пострадавшие, которых за деньги попросили оклеветать невиновного человека. Но у нас осталось еще 2 пострадавших, и с ними ситуация гораздо хуже. Они, в отличие от подставных жертвователей, действительно добровольно переводили нам деньги. Регулярно. Но на них сумели надавить. Вячеслав Кузин из Самары, 63 года. У него был свой небольшой банк. Он с 2015 года перевел нам 957 тысяч рублей. И не наличными в кассе Сбербанка, как эвакуаторщик или пенсионер из Красного Бора, а нормально, со счета на счет. Всего 58 переводов. Может быть, он в нас разочаровался? И правда решил, что Навальный его обманул, ввел в заблуждение? Нет, к сожалению, все хуже. Добрый день. Вячеслав Александрович? Да. Здравствуйте. Извините за беспокойство, это Леонид Волков. И если у вас есть минутка, мне хотелось бы с вами немного поговорить. К сожалению, я не могу говорить. Может быть... Я под арестом. На самого Вячеслава Кузина возбудили уголовное дело за его прошлую банковскую деятельность. Он отсидел в СИЗО, сейчас он под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В заложниках фактически его родственники и подчиненные, которым могут впаять эту же статью. И Кузин дал показания, сказал, что его обманули, будучи сам под статьей. 4-й пострадавший Александр Корнюхин, тоже средний предприниматель, небольшой бизнес в телекоммуникациях. Сейчас ему 66 лет. С 2017 года Корнюхин несколько лет переводил нам деньги, всего 45 платежей, 665 тысяч рублей. Тоже со счета на счет. Ничего подозрительного. Одно только отличает ситуацию Корнюхина. На него уже было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Такое дело, даже старое, можно взять, сдуть с него пыль и отправить заново в суд. По более тяжкой статье. Мы убеждены, что ровно так оно и было. Получается, что последние 2 действительно потерпевшие. Просто они потерпевшие не от Навального, а от сломанного и вывернутого наизнанку правосудия. На них самих возбуждают дела, чтобы они лжесвидетельствовали против Навального. Все, в деле больше ничего нет. Вы слышали же из пропагандистских помоек, что Навальный украл 300 миллионов и потратил их на роскошную жизнь в отпуск. Из свежего это уголовное дело о мошенничестве с пожертвованиями. По версии сыщиков, Навальный похитил более 300 миллионов рублей у своих же сторонников. Нет этого, не существует. Вы слышали об отмывании миллиарда и десятках тысяч пострадавших. Вас обманывали. Вместо миллиарда 2,5 миллиона, из которых миллион был внесен специально, подставными людьми. И оставшиеся 1,5 никто не крал. Людей заставили уголовками, СИЗО, угрозами, заставили сказать, что их обманул Навальный. Это фарс и фикция, которая выдается за суд. Путинская клоунада – символ их беспомощности и ничтожности. Словно подтверждая этот тезис, словно желая на весь мир крикнуть: «Посмотрите, какие мы идиоты! Полюбуйтесь, какие мы бессовестные кретины!» Они добавляют в дело Навального еще одну статью, никак не связанную с мошенничеством и деньгами.
десяток томов макулатурой. И если бы вместо них положили просто чистые листы, всем бы было менее стыдно. Дело об оскорблении судьи, прокурорши и вообще хрен знает кого, торговца дедом. Группа следователей из Главного управления Следственного комитета выписала на бумажку 104 фразы Алексея Навального, которые он произнес во время февральского суда об оскорблении ветерана. 104 фразы. Давайте я вам просто несколько зачитаю. Ваша честь, вы нарушаете закон. Вы не очень знакомы с уголовным процессом. Омерзительный, гнусный внучок. Вы позорите свою семью и деда. Вот это и еще такие же 100 фраз, включая слово «блин», которое есть в деле, сочли оскорблениями и добавили в уголовное дело, чтобы на подольше засунуть за решетку главного оппозиционера страны. Этот ролик называется «За что Путин сажает Навального?». Это самый простой в мире вопрос, для которого все эти бумажки не нужны. Путин сажает Навального за это. И за это, и за это, и за то, что Навальный опозорил Путина на весь мир, раскрыв попытку убийства новичком, а вместе с ней и эскадрон отравителей из ФСБ. Путин сажает Навального за нас с вами, за миллионы людей, которые поддерживают Алексея, за сотни тысяч, которые отказались лжесвидетельствовать против него. Путин сажает Навального за то, что за ним, Навальным, будущее. За то, что он умеет вести президентскую кампанию, а Путин нет. Никогда не вел. И за то, что он, великий геополитик, лидер мира, так и не может решиться произнести его имя. По поводу персонажей, которых вы упомянули. С завтрашнего дня мы будем непрерывно рассказывать вам все, что будет происходить в суде над Навальным. Это будет непросто. Этот процесс будет проходить на территории Владимирской колонии. Туда не пустят ни журналистов, ни слушателей. Там не будет камер и микрофонов. Это тюрьма, режимный объект. Туда просто никто не может зайти. Но мы приложим все усилия, чтобы вытащить крупицы информации из этого безумия и рассказать вам правду. Подписывайтесь на этот канал, на соцсети команды Навального и его пресс-секретаря Киру Ярмаш. И следите за новостями. И, конечно же, делитесь ими со всеми, с кем можете. Рассказывайте о том, как над невиновным человеком устроили судилище, сфабриковали дело, заперлись в тюрьме и судят его втихаря. Думают, что это им поможет. Думают, что их хозяин Путин вечный. И еще мы запустили сайт, на котором мы будем выкладывать все материалы дела, которые у нас появятся, включая чудовищные оскорбления, которые вы сможете оценить сами и попробовать не сесть. Спасибо вам за вашу поддержку. Свободу Алексею Навальному.